Друзья, всем привет! На выставке в Пекине нам очень сильно понравился автомобиль AITA M6. И, конечно же, мы не могли не взять его на тест-драйв. В общем, взяли мы его на длительный срок, покатались на нем, изучили довольно неплохо. И сейчас есть о чем вам рассказать. AITA M6 – это очень важная машина для Huawei на самом деле. Не флагман, как M9, не компактный M5, а именно золотая середина. Автомобиль, который должен стать массовым хитом бренда. И, судя по первым впечатлениям, у него есть для этого вообще все. Цена начинается от 260 тысяч юаней. Максимальная комплектация у гибридной версии 280 тысяч юаней. У электромобиля 300 тысяч юаней. И, друзья, за то, что они предлагают за эти деньги, это просто фантастика какая-то. Но давайте обо всем по порядку. Более 10 тысяч продаж M6 AITA получила за первые 19 дней с момента старта, ребят. Перед нами среднеразмерный кроссовер, но длиной почти 5 метров, 4960 миллиметров. Колесная база 2950 миллиметров. По габаритам он оказался между M5 и M7, но визуально выглядит ближе к старшим моделям бренда. Особенно спереди. Здесь очень узнаваемый стиль AITA. Цельная светодиодная оптика, закрытая передняя часть, плавные формы и создающие бульдожий вид, я бы так сказал, аэродинамические отверстия. И, кстати, это не декорация. Такие каналы направляют поток воздуха вдоль передних колес и уменьшают завихрение, за счет чего снижается расход энергии, уменьшается шум и улучшается стабильность на скорости. Вообще, AITA M6 создавался как семейный автомобиль нового поколения. Это полноценный гаджет на колесах. Huawei тут отвечает практически за все, что связано с технологиями. И это чувствуется сразу. Самое интересное, здесь используется новое поколение Harmony OS Cockpit 5. Интерфейс стал быстрее, графика плавнее, а логика работы еще ближе к смартфонам Huawei. По сути, ты пересаживаешься из телефона в машину без ощущения, что попал в другую экосистему. Работает все моментально, синхронизируется, и это одна из сильнейших мультимедийных систем на рынке в Китае. Давай поговорим про салон. Мне знаешь, что сегодня понравилось? Ну, во-первых, то, что система на английском языке, это понятно, это мы с тобой уже не удивлялись. Но то, что у них прокачался голосовой помощник, то, что он может с тобой разговаривать, как обычный человек. Я вот сегодня ехал, говорю ему: слушай, подскажи мне какое-нибудь место недалеко от меня, куда мне можно съездить. Она говорит: ну, вы можете съездить в Джанцзядзе, красиво. Я говорю: не-не-не, посмотри мою локацию и найди возле моей локации какие-то красивые места. Она мне сразу список выдает. Я говорю: давай, поехали в первое место. Она говорит: хорошо, пожалуйста. И вот самое интересное, что она понимает английский язык очень хорошо, даже с акцентом. Тут как бы дело не в этом, а дело в том, что она может управлять автомобилем полностью вот голосовыми командами. Я думаю, что даже тем, кто не знает английский язык, его проще выучить, вот это произношение, чем китайское произношение. Кстати, голосовой помощник знает не только английский язык. Она знает еще французский, немецкий. В общем, это на европейских языках тоже может не разговаривать. А вот внутри, к сожалению, они отдали дань современности. Кнопок физических почти нету. Даже на руле их всего 4 штучки и есть джойстики. Зато у нас посередине большой экран, есть приборная панель, есть HUD дисплей, есть вот такая вот веселая зона, которая, конечно, понравится вашим детям. Ну и есть одна фишка классная. Вот этот экран. Его можно поворачивать как к водителю, так и к пассажиру. Да, Антон. Прикол. Я могу развернуть его к тебе даже вот так вот. Раз. 2 беспроводные зарядки, очень быстрые зарядки. Зеркало с регулировкой яркости, как любит Антон. Не, ну это же несложно сделать. Докопаться тебе не до чего, да? Даже смотри, даже вот сделали вот эту вот штучку, как ты любишь, чтобы можно было пальчик просунуть туда и вот захватить ее. Не, для широкой морды вообще само то. Класс. Здесь у нас какая-то полочка под что-то, 2 подстаканника. Снизу полочка, да. В ней прикуритель и Type-C разъем. На 100 ватт. У нас прям вообще турбочардж и здесь, и там. А у меня еще такая кнопочка здесь прикольная. Да, у них очень много крючочков различных, куда можно цеплять. Антон, протестируй, пожалуйста, бардачок. Он никакой. Ну, здрасте, никакой. Нормальный. Нет, средних размеров бардачок, не маленький. Ты обрати внимание, у нас крепеж туда залез просто папку легко. Формата А4 туда не положишь. Как тебе сидится здесь? Да, сидится это хорошо, вопросов нет. Zero Gravity есть? Странная реакция на нажатие кнопки. Ты хочешь сиденье отодвинуть, нажимаешь, а она думает секунду, полторы-две.
Нажми одну кнопочку, разложить в спальное место его. И протестируй Zero Gravity. Смотри, как я удобно, комфортно лег. Ну да, для такого автомобиля, конечно, это классно. Прям шикарно. Чик, чик. О, Слушай, у меня хорошо все прям. автомобиль хороший, семейный. И вот знаешь что? Если добавить дополнительно за 8000 юаней монитор, то он сожрет эту всю панораму прекрасную. Я бы не добавлял. Я бы тоже. Я вообще удивляюсь, почему они не делают все эти телевизоры как опция во всех комплектациях. Согласен, Антон? Да согласен, Давай абсолютно. обратимся к автопроизводителям. Пожалуйста, делайте эти телевизоры как опция во всех комплектациях. Ну, не нужны они, правда, они многим не нужны просто. AITA M6 получил систему Huawei ADS 4.0. Причем здесь лидар уже идет в базе. И не какой-то простой лидар. Здесь используется новый 896-линейный лидар Huawei. С помощью него машина строит трехмерную карту пространства вокруг себя в реальном времени. Huawei сейчас один из лидеров по автопилотам в Китае, как вы знаете, наверное. И многие уже ставят их систему выше Tesla по качеству работы в городе. Особенно в сложных условиях. Автомобиль умеет вести себя в пробках, перестраиваться, читать дорожную обстановку, объезжать препятствия и, естественно, парковаться практически без участия водителя. Но это я все прочитал в буклетике, давайте протестируем его в деле. Сейчас мы тестируем автопилот в сельских условиях. Дорога узкая и, обратите внимание, идет дождь. Дождь, причем такой, знаете, льет нормальный, периодами. Автопилот на это не ругается. Он ведет нас очень уверенно. Это было страшно. Он поехал прямо в бочину этой машине. Здесь уже полноценный автопилот. То есть это не автопилот, который может ехать только по трассам. Из точки А в точку Б. Пожалуйста. От парковки до парковки, как говорится. Дальше, смотрите, у нас столб, машина стоит, конус. Тут тележка. Она все это объехала. Под дождем, друзья, под дождем, под сильным дождем. Она прорисовала, что началась сельская дорога. Видите, синий цвет, это означает уже не дороги общего пользования, а вот такие вот проселочные дорожки. Вот тут у нас прям опасная ситуация. Без разметки встречная машина на краю прижалась. Вот сейчас будет очень такая интересная ситуация. Здесь вообще нету ничего, ни разметки, ничего совершенно, смотрите. Тут дорога тупиковая, и вот сюда уходит часть дороги. То есть она увидела ее, распознала. Вперед едет мопедер. Она его объехала по краю, по земле даже. Ужасная просто дорога, вообще без разметок. Тут я даже езжу, когда я каждый раз думаю, куда мне поехать. Опа, сейчас ситуация интересная. Ну, как он поедет? Так. Вот он проезжает, так. И смотрите, она встала, пропустила машину. Друзья, сейчас просто что-то фантастическое происходит. Дальше проезжаем. Тут ничего, разметок нету, только столбы какие-то. Как она выстраивает дорогу, я вообще не представляю себе. Просто мы сейчас провалимся. Вот, а вот сейчас момент был немного опасный. А если вам видно на камеру, у нас тут сейчас такой... Даже его бордюром назвать нельзя, просто дорога заканчивается и превращается в такую в канаву. И мы сейчас чуть в канаву не улетели все-таки. А сейчас, друзья, мы запишем интересный тест для вас уже. Это удержание в полосе. На нашей трассе, любимой. Активировали. Смотрите, со стоячего положения машина едет. 30 скорость, пусть так и остается. Кстати, можно меньше делать? Да, можно меньше делать. Можно аж до 5. До 5 можно скинуть скорость. До 5, ребят. На 30 проходим, до 25 он скинул, даже 28. Слушайте, вообще идеально просто прошел поворот. Идеальнейший. Но дальше его ждет сложное испытание, это поворот на 90 градусов. И вот как там покажет себя функция удержания в полосе AITA, мы посмотрим. Но пока, ребят, это, я скажу так, это топ. То, что здесь было на этой трассе, это самое лучшее пока. Не сглазить бы его, потому что сейчас сложное испытание. Смотрите. 27. 28. Слушайте. До 25 он скинул. До 25. Он даже скорость, понимаете, не скидывает вот так вот, не паникует. Совершенно все проходит уверенно, четко. Он не боится выезжать на линию, на желтую, так, там, где нужно, понимаете? То есть вот это вот, нет вот этой вот всей вот этой нервозности. Под капотом у нас
Стоит генератор 1,5-литровый турбовый на 152 лошадиные силы. Антон, тебе что, не интересно, что ли? Ну это же не электричка, там франка нету. Чем мне туда смотреть? Ну да. Зато есть теплошумоизоляция, газовые упоры. Обрати внимание, как все красиво, аккуратно укомплектовано. Вот все проводочки, они сейчас так их, знаешь, располагают красиво прям, эстетично. Это вот, наверное, вот прям услада для перфекциониста. Ну не знаю, вот это что такое? Так себе перфекционизм-то. Это временное решение для заземления. Оно в дальнейшем будет доработано. Это как изолента, Леш. Все, что временно, с изолентой, то навсегда. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Кстати, обратите внимание, 2 крючочка у нас по краям, как и в 9X от Volkswagen, который мы снимали, ребят. Я не знаю, ролик вышел или нет. Напишите в комментариях, ролик вышел или нет, потому что мы с Антоном забыли уже. У гибрида в базе батарея на 37 киловатт-часов. В топе 53,4 киловатт-часа. А вот электрическая версия выглядит особенно интересно. В ней уже 100-киловаттная батарейка и 800-вольтовая архитектура. Заряжается эта самая 100-киловаттная батарейка с 30 до 80% за 15 минут всего. Да, это, конечно, не флеш-чардж от BYD, но тоже неплохо. Запас хода заявлен до 760 километров по циклу CLTC у моноприводной версии, а у полноприводной 705 километров. Понятно, что в реальной жизни цифры будут ниже, особенно на трассе. Но даже если делить китайские Теслы на здравый смысл, запас все равно получается очень серьезный. Что касается привода. Гибриды идут только полноприводные, а электромобиль задний и полный. Ускорение до сотни у полного привода 5,2 секунды. У монопривода 7,3 секунды. У нас на тесте полный привод. Давайте его протестируем. 0-100. Замерим в разных режимах. Спорт и эко. — 5,6 секунд. Заявленные 5,2 секунды. Сейчас у нас дождь, дорога мокрая. Возможно, это сказалось еще. Скорее всего. Я думаю, на камере вы обратили внимание, тормоза отлично работают. Машина становилась как вкопанная просто. А вот в эко получилось 6,7 секунд. Я бы сказал, что это не очень хорошо. Лисян в этом плане лучше оптимизировал систему. У них в эко около 10 секунд. Это хорошо. То есть вот так и нужно делать. Эко-режим, соответственно, должен быть самый эко-режим. Задний ряд. Просторный, хороший. Антон, прыгай. Давай потолкаемся. Какая высокая подушка. Это у нас не подушка высокая, это у нас... Я говорю, подножка. Подножка высокая. Подножка высокая. Да. Это у нас подвеска сейчас подвеска, максимально расположена. Аскетичненько. Как будто бы. Ну вот, если сравнивать... Что я хочу за эту стоимость? Да. Я сейчас хотел сказать, что если сравнивать с Zeekr 8X, там задний ряд, конечно, королевский, там просто как кресла такие. Да. И вот там действительно я подумал, что зачем кресло, когда вот такие диваны классные делают. Здесь, конечно, все проще. Но и ценник, слушай, в 2 раза просто, да, вот. Ну, не в 2, но не там в 2. прилично. 1,5 раза, да. Есть минус, это кондиционирование. То есть вот вентиляшка, она находится только вот здесь, в коленку дует, да, либо вот куда-то вот высоко. Но это уже прошлый век, и хотелось бы, чтобы либо было в стойке, либо вот сверху здесь, сверху, да. Зато есть вентиляция сидений здесь, на диване. Это плюс. А что еще у нас есть? И подогрев. И все. Вентиляция, подогрев во всех 4 местах. 4 местах. Здесь 5 мест. Всех, да. Не во всех. 4 только. Она такое все равно больше подразумевает, что ты ездишь вчетвером здесь, нежели впятером. Ну, наверное. Холодильник. Есть термобокс. Открывается он с кнопочки. Быстро довольно так. И 60-ваттная Type-C зарядка. Одна. Нет, за эти деньги у меня вопросов нет на самом деле. Есть минусы, да, но они такие, типа, окей. За 300 тысяч вы получаете электромобиль, это только электромобиль, 300 тысяч стоит, где батарейка 100 киловатт-часов. 100 киловатт-часов. Мы раньше об этом только мечтать могли. Я помню вот эти вот... У нас там раньше... сказал, будто 140. Уже 140 уже пошел. Сотки давно уже идут. какой давно, Антон? Это раньше только в Zeekr топовом... 7X с батарейкой на 100 даст тебе дешевле. И Zeekr 7X
кстати, плюс-минус конкурент этому автомобилю, он подешевле будет и где-то, наверное, поопционально поинтереснее. Но, если мы говорим про Китай и про выбор китайского пользователя, что он сейчас в первую очередь смотрит на автомобиль? Автопилот. Вот автопилот вот, есть? Хороший? Да. Пожалуйста. Здесь шикарный автопилот, просто изумительный автопилот. Я с каждым днем все больше удивляюсь, насколько больше у нас на районе появляется ленивых водителей, которые с утра, развозя своих детей, включают автопилот. Вот сейчас я вам видео покажу. Ну это же как так? Ну, то есть у человека уехать ему 10 метров, он на автопилоте вот сидит, такой, его деток отвозит, а сам просто номинально. Это уже человек готовится к автопилоту 4-го поколения, когда он просто так проснется, скажет: доча или там сын, машина ждет тебя у подъезда. А там не нужно ничего говорить, там по таймеру, понимаешь, 7:30, все. 7:30 не успел на машина свой автобус, она уехала. Слушай, ну вот хорошо, давай так разберемся. Если для покупателей из России Zikr или Аита? Аита. Гибридный. Гибридный, потому что у Zikr чисто электромобиль. Чисто электромобиль. А да. если мы говорим про 8X, 8X уже дороже, уже мощнее, уже больше гораздо. Хотя да. больше нет, он не больше, он тот же самый 5 метров. Просто она не выглядит на 5 метров. Вообще не выглядит, да. Аита традиционно делает ставку на комфорт. Очень плавный ход, подвеска проглатывает все ямки, идеально. Huawei заявляет отличную шумоизоляцию. Но это все заявление давайте проверим на деле, как оно будет. Друзья, я не знаю, что покажет таблица. По ощущениям шумоизоляция средняя, даже чуть выше средней, хорошая. Есть шум небольшой, лидером он точно не станет, но я думаю, где-то вот туда ближе к началу будет. Выкрутили руль до максимума и поехали. Поехали. Напоминаю, у нас 5-метровый автомобиль. 5-метровый. Слушайте, а как будто бы радиус-то не прям вау. Ну, такое себе, конечно. Не очень как будто бы. Нет, ну, не критично, но давайте посчитаем сколько. Раз, 11, 5,6 метров получилось у нас. Заявлено 5,5. Время тест-драйва, друзья. Посадка комфортная, сидишь удобно, не жмет по краям сидушка. Сиденье, конечно, не такое мягкое, как у Лисянов, но комфортное. Вот то, что мне не понравилось, обратите внимание, сразу давайте с этого начнем. Конденсат. Он скапливается здесь очень сильно. У нас сейчас перепад температур большой снаружи и здесь внутри. Так вот, конденсат-то ладно бы конденсат, но вот все это капает вот сюда вот, на кожзам, и остаются следы. Придется постоянно с собой взять тряпочку какую-то и протирать это все дело. Но это, я думаю, мелочи, если учесть то, что этот автомобиль дает вам. А дает он вам, друзья, очень приятные моменты. Во-первых, вот сейчас я поехал, ремешок меня так подтянул автоматически. Давайте начнем с подвески. Она отрабатывает довольно неплохо. Все неровности, все люки, лежачие полицейские. Но она, я бы сказал, для такого автомобиля чуть-чуть жестковатая. Почему для такого автомобиля? Потому что здесь все-таки подвеска не спортивная. Вот мы сейчас едем, и если я захочу поиграть в шашечки, вот таким вот образом я еду, раз сюда, автомобиль кидает из стороны в сторону очень сильно. Крены есть, крены большие. То есть подвеска должна быть тогда, по идее, мягкая, а вот наезжаешь, она как будто бы не совсем мягкая. Такое, знаете, среднее положение здесь. В остальном, ребят, я просто кайфанул от этой машины. Управлять ей одно удовольствие. Я вот сегодня покатался на ней довольно долго в разных режимах, и спорт, и эко. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что рекуперация есть только в 2 режимах. Вот у вас в кастомном режиме только можно ее поставить, выбрать стандарт или хай. Стандартный или высокий режим. Если вы любите играться рекуперацией, то тут особо не получится ей поиграться. Вот либо так, либо так. Зеркала классные, обзорность сзади классная, ничего не мешает, никаких замечаний в этом плане нету.
я включил режим сначала fuel, то есть бензин. В этом режиме генератор вообще не слышно. Я ехал, думаю, работает генератор или нет. Смотрю, просто у меня километраж на бензине уходит. То есть думаю, ага, работает. Но самого генератора не слышно вообще, как будто я еду на электромобиле. А вот если вы хотите его все-таки услышать, как он жужжит, как он гудит, вот тогда нужно поставить Hold Battery Level. Что это означает? Вы задаете команду автомобилю удерживать определенный уровень батареи, заряда батареи. Вот, допустим, здесь у меня 60% стоит, да? Сейчас у нас 56%, и вот мы запускаем его. В этом случае генератор начинает работать на максимуме. Мало того, что он должен поддерживать заряд батареи, так еще и должен пополнять его, потому что у меня 56, должен 60 поставить. И в этом случае вы начнете его слышать. Но даже в этой ситуации он работает очень тихо, друзья. Прям очень и очень тихо. И вот плюсом к этому автомобилю, еще одним плюсом, можно отнести то, что заряжать можно его даже на стоянке. Таким образом, то есть вы подъехали где-то, остановились. Давайте послушаем звук генератора. Вот. Вот сейчас его слышно. Работает, заряжает батарейку. Можно даже на парковку поставить. Единственное, что сейчас я выйду из машины, он перестанет работать. Как бы готовим машину, наверное, к закрытию. Газ, тормоз настроены великолепно. К ним привыкаешь сразу, понимаешь, как они работают. Все, здесь тоже вопросов нету. Если вопрос задать, поменял бы я Xpeng на эту машину, то нет, друзья. И вы знаете, и причина не в том, что машина плохая, может быть, что-то еще, а причина в том, что мой Xpeng, в принципе, покрывает все нужды. Моей жене нравится, она на нем больше катается, поэтому смысла просто нету. А если бы для себя, конечно, брал, я бы, конечно, поменял бы Xpeng на AITA M6. Вот именно M6. Здесь золотая середина, просто ценник. И вот то, что она имеет, вот это вот все это, ну, я, конечно, сегодня больше кайфанул от автопилота. Расположение. Комфортно сидеть как снизу, так и сверху. Здесь все мягко, все приятно, хорошо. То есть вот в таком положении, мое любимое, или вот так вот ехать тоже. Замечаний вообще нету. Экран приборной панели, кстати, он маленький, аккуратный. На нем все есть, все отображается. Кстати, по расходу. Сегодня я на машине погонял. Погонял так неплохо. В спорт-режиме, в эко-режиме. Расход на топливе, вот сейчас мы в принудительном топливном режиме ехали, подзаряжая батарейку, да, составил 9,5 литров на сотню. Расход на батареи минусовой. То есть аккумулятор у нас, грубо говоря, не тратился, можно, наверное, так сказать. Но это ладно, это ерунда, то, что сейчас он показывает. До этого, когда я ехал, тоже на скорости там 100 и выше, расход показал мне 18 киловатт-часов на батарейке. 18. Для полного привода это неплохо. Когда ты ездишь в спорт-режиме, это неплохо. Но не идеально. Отдельно хочется поговорить про пространство. Багажник здесь огромный. До 2136 литров при сложных сиденьях. А это уже практически уровень минивэна, да, Антон? Не, ну с минивэном ты, конечно, перегнул. Но в целом много. Хорошо, да. Багажник достойный. Перевозить можно много картошки. Картошки, ты чего? Там же еще подпол есть. Подпол здесь, к сожалению, не такой глубокий, как у Xpeng. Угу. Xpeng вообще делает какие-то вещи сумасшедшие. Но, в отличие от Xpeng, он длинный. Так. То есть здесь и тут глубокая часть такая есть, и вот туда можно еще положить много всего. В багажнике есть две кнопки регулировки высоты задней части автомобиля и розетка 220 вольт на 2,2 киловатта. Стандарт, правда, китайский только, но можно пользоваться через переходники. И вот V2L тут тоже есть на 6 киловатт, друзья. 6 киловатт. Как в версии электромобиля, так и в версии гибрида. А есть еще VTOV на 13 киловатт. Что это такое? Если вдруг у вашего друга машина разрядилась, вы приезжаете, подключаете кабель в разъем медленной зарядки своей и к нему в разъем медленной зарядки. И вы выдаете со своей машины в его машину 13 киловатт. Представляете? В максимальном положении 25 сантиметров под батарейкой. Минимальное, что я нашел, это защита двигателя 215 миллиметров. И сейчас давайте ее опустим вниз. В минимальном положении под батарейкой 16,7 сантиметров.
а вот под защитой двигателя получается 13. Ширина салона 52 сантиметра спереди, сзади 147 миллиметров. Слушайте, хороший просторный салон. Ну и самый интересный тест, из чего состоит AITA M6. Оцинковка. Оцинковка, слушайте, и тут даже пороги прокрашены слоем 120 микрон, что очень хорошо, в принципе. И все остальное тоже 120-140. Обратите внимание, как выполнены ручки. Вот это, мне кажется, просто идеальное решение для вообще всех автомобилей. Ну, во-первых, ручка, она не утопленная, она не выпирает наружу. Поднесли руку, дверь открылась у вас, все, дальше просто потянули. Шикарно просто. И эта ручка, обратите внимание, она в то же время механическая. Вот. То есть в случае чего вы можете автомобиль легко открыть. Открывать можно автомобиль как с ключа, так с карточки, так и через NFC с телефона. Бесключевой доступ во всех дверях по кругу. И, кстати, во всех дверях есть доводчики. Доводчики работают тихо, бесшумно, аккуратно, хорошо. Про посадку. Все комфортно, мне все нравится, претензий нет. Регулировок достаточно, поэтому может уместиться любой человек с любым ростом. К зеркалам вопросов тоже нет. Вылета руля мне лично достаточно. То есть с таким вылетом я запросто могу так хорошо вниз опуститься и в лежачем состоянии ехать на дальняк. Да, удобно. К сожалению, даже опционально недоступно зеркало заднего вида электронное. Ну, странно. К звуку вопросов нет. Звучит глубоко, четко. В общем, как на всех практически автомобилях модели Hima. Я даже, наверное, не припомню, чтобы какая-то Hima звучала плохо. А уж тем более AITA. В общем, Huawei Sound – это вещь. Про массаж отдельная история. Как будто бы в этом ценовом диапазоне хотелось бы что-то получше. Здесь у меня даже до лопаток, практически вот лопатки, все у меня упирается, высота массажа больше не идет. Бедра, ягодицы не массируются. Но поясничный отдел, в принципе, массируется достаточно неплохо. На пятерку. Все-таки давайте на пятерочку твердую, по моему мнению. По подвеске спереди двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка. Стандартная, классическая, хорошая система. Тормоза. Обратите внимание, во-первых, у нас диски довольно-таки большие. Четырехпоршневая система спереди, сзади тормозная скоба. А тормажится машина очень хорошо, уверенно. А тормозные диски вентилируемые как спереди, так и сзади. В нашей комплектации есть подножка электрическая. Открываете дверь, вылезает. Антон, подножка как доп. Опция идет или сразу? За 6000 юаней. 6000 юаней. Чем еще можно оснастить автомобиль дополнительно? Ну, как и в нашем случае, можно сделать автомобиль более ярким. Данный цвет стоит 6000 юаней. Есть еще оранжевый. Есть, тоже платный. Да, тоже платный. Но есть такой еще красивый матовый серый, тоже платный, 6000 юаней. И бирюзовый, 6000 юаней. В общем, вот все цвета, идите посмотрите. Также можно в виде опции выбрать платный цвет внутри салона. Это вот фиолетовый, как у нас, 6000 юаней, либо красный. Вот он мне больше всех понравился, на выставке он был, 6000 юаней. Ну и по остальным. Диски 21 можно выбрать там с разной резиной, с разными узорами. Мне больше всего нравится, если уж брать, то черные. Вот они прям хорошо смотрятся за 12 тысяч юаней. То есть вот эти диски, они платные? Эти, да, эти платные за 10 тысяч юаней. Ну и давай уж внутри, что у нас ожидает? Телевизор за 8 тысяч юаней можно в потолок установить. Так. И подножку за 6 тысяч юаней. Я бы, наверное, подножку только брал бы, и то... Она вот, сейчас мы проехались, она уже вся грязная. Слушай, и в российских я условиях, вот эти подножки вообще не люблю, электрические. Потому что обычно, когда я выхожу из машины, у меня привычка ногу выставлять очень быстро. И получается так, что я выставляю ногу ниже подножки, она мне подножкой по ноге, а еще будет по косточке тебе ударит, больно так. Ну, и я тоже более любитель, знаешь, таких стационарных все-таки подножек, нежели электрических. Ну, мне кажется, для этого автомобиля она даже вообще не нужна. Это только если вдруг вы поставили ее в максимальное положение, как у нас сейчас она стоит, по подвеске, подняли вы ее. Кстати, здесь пневмоподвеска, причем двухкамерная, ребят. Хочу оранжевую на красном. Что впестрило в глазах. Да ты все хочешь, давай уже продадим твоего бутузика. Ребят, купите вон токи бутузика, чтобы он обновил себе. Бутузик со мной до эвтаназии, все, забываем. Сяжку надо менять на новое. Меня интересует, какая здесь шумка на скорости 140. Ну да, умеренно. Даже, я бы сказал, неплохо. 160.
зарычал мотор, и его слышно очень хорошо. Да, вот бензогенератор включился на 155. Вот, все вот ниже 155 бензогенератор отключается. И это в режиме удержания процентности зарядки батареи. Замеряем ускорение 80-120. 4.03. Неплохо. Также на проекции вы можете активировать функцию отображения слепых зон. Включаем поворотник, пожалуйста, все на проекции мы видим слепые зоны. Как и на проекции, так и на экране монитора. К вопросу об этой мимимишности. Как это все для себя настроить? Easy. Можете сюда все что угодно поставить, кастомизировать, как вам нравится. Сейчас. Вот, правильно. Вот так вот даже можно сделать, да? Угу. Вот. Мы считали, что это неправильно стоит, а теперь это все правильно стоит. Вот. Вот такая вот красота. Нет, здорово, сюда можно все что угодно поставить. Для любителей Лего это прям очень хорошо. Слушайте, я кайфую от плавности хода на этом автомобиле. Вот так же, как я кайфовал на Luxit R7, так же и здесь. Машины идентично настроены, по моему мнению. А может быть, да и, собственно, тележка та же самая. Поэтому так она и едет. Да, это не спорт, это больше комфорт, но с хорошим ускорением. Вообще дизайн М6 это хороший пример того, как китайские бренды стали взрослеть. Нет уже той гонки за LED-подсветкой, у кого больше, да? Зато прибавилось бриллиантиков в фарах. В общем, ребят, мы сейчас подошли к теме, брать автомобиль или не брать. Антон, брать или нет? Вообще прям брать. Я тоже считаю, что автомобиль шикарный. Вот честно говоря, я примерно таких ощущений ожидал от М8. Угу. Потому что М9, как бы он большой, дорогой, туда-сюда. М8 я ждал, думал, сейчас будет. Но он оказался дорогим, по моим ощущениям. М7 тоже, я его ждал. Ну, как будто бы немножечко вот он планку прям превысил, немножечко тоже дороговатый. А вот здесь прям идеальное соотношение цены и качества. Согласен. За то, что они дают. Антон, подскажи, пожалуйста, какую версию брать нашим зрителям? Базовые версии рассматривать не стоит, что у электрички, что у гибрида. Что у электрички, что у гибрида. Между базовой и максимальной всего 20 тысяч юаней разница. Да. И вот в эти 20 тысяч юаней они дают вам максимально много. Если мы говорим про гибрид, там батарейка хорошая. А если мы говорим про электричку, то там и полный привод, и батарейка другого типа. Ну, то есть моторы более мощные. Берите только максимальные комплектации, а там уже по допам смотрите сами, что вам больше всего нравится. Либо колеса какие-то дополнительные. Скажи, чем отличаются версии? Так батарейка у гибрида на 53 киловатт-часов и тройная литиевая идет, а не литий-железно-фосфатная. А кроме батареи? А кроме кроме батареи у двигателя? гибрида там только вот сидушка Zero Gravity спереди и все. То есть в базе Zero Gravity нету? Да. Ну, там явно стоит брать максимум. Да, ребят, я согласен. Если брать, то брать, конечно, максимальную версию. И вот здесь, в принципе, гибридная версия, она, наверное, выигрыш не смотрится именно для доставки в Россию. Просто гибриды у нас берут чаще всего, больше всего в России, их как-то любят больше, чем Да, электромобили. и батарейки на 53 киловатт-часов, оно достаточно, покрывает там ежедневные ваши нужды, это однозначно. Мгм. То есть, там на неделю мы не говорим, но каждый день ездить на электричестве. А если нужно, генератор запустил и поехал Да, через всю да. страну. Расход у них оптимизирован, жрут они немного, это хорошо. А нам, как всегда, интересно, что вы думаете по поводу Аита М6. Напишите в комментариях ваше мнение. Ну а мы есть во всех социальных сетях, подписывайтесь везде. А с вами, как всегда, компания Panda Way из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока. Жамкайте колокольчик.